Меня зовут Мусаев Хайзяндевич, я представляю национальность Чечни. Ну, чеченец я. И я родился в Перми, и чуть-чуть тут пожил. И мы с семьей все вместе уехали в Чечню. Я там отучился первый класс, до первого класса, то есть я там жил, в село Алхазурово, это село отца, то есть и мое тоже. И после первого класса получилось так, что отец здесь купил бизнес и приехали сюда, в Пермь обратно. А где часто гуляешь? Где часто проводишь время? Везде. Да, Ну, мне назови нравится какие. кавказская кухня. Больше люблю кафе, рестораны, что-то, допустим, узбечки, либо грузинская кухня. Те же хинкали, хачапури по-аджарски, вот это все. У нас вообще в национальности не положено, чтобы мужчина готовил. Тебе готовят мама. Да, то есть, когда я женюсь, будет жена. Но у нас как, что не традиция даже, а обычай, что сыновья живут с родителями. То есть у нас как бы должен быть большой дом, родители и как бы небольшой дом или на одной территории все, и пару домов. И то есть вот как бы получается с родителями. Когда у меня родители, еще до моего рождения, конечно же, приехали в Кунгур, им кто-то так сказал, что здесь есть пару семей чеченцев, то есть тоже живут. И все, мои родители такие узнали, где они живут, съездили, познакомились, и с тех пор они прям близкие-близкие друзья. То есть это как бы, можно сказать, в чужом регионе, в чужом месте надо найти своих и с ними держаться. И поэтому они как бы раз нашли две семьи и вот до сих пор общаются. И очень близко, как будто братья и сестры друг к другу. Но у нас вообще есть кодекс. То есть кодекс чеченца называется онах. Это дословно перевод онах, это мужское, как что-то, мужчина. То есть, говорят же, вот он мужчина, прям достойный мужчина. Вот онах это переводится как бы достойный мужчина. То есть во всем должен быть всегда серьезный. То есть никаких детских забав в голове. У нас вообще мужчина считается с 8 лет. Раньше еще, когда мой дедушка был молодой, как бы были что-то типа, даже не традиция, а просто, сама жизнь такая была в плане, что когда ребенок вырастает до 8 лет, он уже считался мужчиной. Моему дедушке его отец, то есть мой прадедушка, подарил ему кинжал, чтобы он защищал себя, свою семью и свой народ. То есть уже с 8 лет считается мужчиной, и бывало даже их могли со взрослыми наравне отправить на какую-нибудь битву, допустим. Женщина всегда должна быть скромной. Как в России говорится, очаг. Сохранять очаг, да, правильно? Да. То есть, чтобы еда, чистота, порядок, все вот прям молодец. Такая была. А мужчина, он кормит семью, защищает народ. Ну и вот, по кодексу у нас мужчина, допустим, если даже до сих пор у нас есть такое, когда старшие заходят, неважно, даже если ты там на месяц младше, ты должен встать. Это уважение, когда человек заходит. Или же даже бывает, что у меня отец постоянно собирает дома друзей своих, как бы чеченцев. Они сидят там человек 10, общаются, там, смеются, громко разговаривают. А старший сын, сколько бы ему ни было лет, старший сын хозяина дома, можно сказать, он должен стоять рядом. Просто представьте комнату, и где-то в углу стоит, смотрит на вот это все и как служанка быть. Это даже как бы у нас не звучит как-то обидно. То есть он просто должен стоять рядом, если что-то принести, принес, если что-то унести. То есть это как бы тоже уважение к старшим, то, что ты стоишь и вот как бы подносишь еду, вот это все. Да, много законов, я даже не знаю, прям, я же как бы основное знаю, но не все, можно сказать. То есть я все почитаю, все знаю, считаю себя полноценным чеченцем, но дословно я этот кодекс не могу вам произнести. Я помню, мне было вот 5-6 лет, у меня вообще мама такая боится меня куда-то отпускать, даже до сих пор, когда я если куда-то уеду, она постоянно названивает туда все. Я помню, в детстве говорил, вот у соседа сижу, а мы сами в горы уходили, там далеко, вообще за село. Туда ушли, и там каштаны, знаете, что такое? Да. Там просто вообще этих каштанов тьма тьмущая, можно сказать. Мы вот просто ходили, там каштаны собирали, бывало,
всякие там фрукты, овощи. Ой, нет, овощи нет, фрукты постоянно, как бы много фруктов растет. Просто с друзьями убегали там, можно сказать, баловались. Так, бегали. Все. В Перми нашел межнациональную дружбу. То есть у меня есть друзья очень близкие, почти со всех областей Кавказа. То есть, ну, стран, можно сказать. Те же азербайджанцы, армяне, дагестанцы, так, если общее взять, ингуши. То есть все они есть в Перми, Пермском крае, и для себя я в Перми нашел друзей. Вот, можно сказать, одно из самых ценных, чем нужно дорожить. Семью хочу завести. Я с 14 лет вообще серьезно к жизни отношусь, и в 14 лет у меня вообще были планы, что в 19 я женюсь, в 20 у меня будет уже сын, я очень сына хочу до сих пор, но чуть-чуть не сложилось, как я хочу, и вот пока все в голове мечта такая вот есть. И все. Не знаю, меня когда в детстве отец подсадил на бокс и занимался, сколько там, лет 7, наверное, может больше чуть-чуть. Ну, до 16 лет примерно я занимался боксом, так с перерывами. И, в принципе, всегда меня тянет спорт. То есть что-то смешанных единоборств, боевых искусств, что-то такое. Ну, так еще чуть-чуть футболом занимался. А так, спорт. Люблю спорт. То есть ты спортсмен? Можно сказать так. Но я занимался для себя. Я не пытался каких-то высот достигнуть. Что-то там, какого-то определенного звания, что-то, как это говорится, разряд. Не разряда, ничего такого, просто для себя. Чтобы мало ли в какой-либо ситуации, если не будет в моей жизни что-то угрожать, чтобы я мог за себя постоять. Сейчас я вот все думаю восстановиться, пойти на рукопашку. Ну, рукопашный бой. То есть это когда и ногами, и руками махают. И борьба, конечно же. ММА. Вот тогда правильно. Хочу, но что-то не знаю, что-то думаю все. В чем важность сохранения народных традиций, в чем важность сохранения своей идентичности? Я думаю, что в первую очередь тебе надо ездить туда, откуда ты, чтобы ты видел это наглядно. Чтобы не просто, ну, допустим, если брать, например, меня, я там знаю, что у нас надо вставать, когда старший заходит. Чтобы не так было, а чтобы ты съездил и видел, как это происходит вот вживую. И помимо того, что надо вставать, когда старший заходит, ты будешь видеть и остальное. То есть надо просто посещать свою родину и стараться быть ближе к этому. В плане, что всегда соблюдать. Ну, я не знаю даже, как сказать. Соблюдать традиции. Да, можно так сказать. Почему ты решил принять участие в ЭКО? Не знаю, я подумал, что было бы очень здорово быть представителем своей национальности по какому-то краю. Ну, вот это зацепило больше.